Привет всем, добро пожаловать обратно на этот канал. Что происходит, когда молчание может быть громче крика? Когда один простой пост может все изменить? В ту ночь мир стал свидетелем того, чего даже не мог себе представить, и с этого момента тишина стала самой оглушительной историей. Что происходит, когда молчание становится громче слов? Когда отсутствие реакции имеет больше веса, чем само откровение? Этот вопрос теперь преследует миллионы людей по всему миру после того, как Ви из BTS, Ким Тэхён, потряс интернет одним постом, который, возможно, навсегда изменил историю группы. Но пока мир ахал, плакал, ликовал и обсуждал личное признание Ви, другая история тихо вызревала в тени. История, которой не нужны слова, чтобы разбить сердце. Молчание Чингука. В ту ночь, когда все это произошло, социальные сети оказались совершенно не готовы. Армии по всему миру, как обычно, листали ленту новостей, возможно, надеясь увидеть новые селфи, закулисные видео или просто случайные сообщения. Но в тот вечер Ви решила публиковать настолько личное видео, что оно прорвало стены славы и образа, навязанного К-поп-айдолом. В коротком ролике Ви обнял свою партнершу так, что словами это не передать. Это было по-настоящему. Это было по-человечески. Это была любовь, не постановочная, не коммерциализированная, не пиар-стратегия. Это была чистая честность. И за считанные секунды все изменилось. Хештеги доминировали в мировых трендах, звездочка объятия Тэхёна. Раскрытие отношений BTS. Ви со своей любовью звездочка. Миллионы людей были в недоумении, пытаясь осмыслить увиденное. Речь шла не о предательстве. Речь шла не о скандале. Речь шла о неожиданной уязвимости суперзвезды. Но пока фанаты спорили, плакали или ликовали, Чингук наблюдал за всем этим. И, судя по быстро распространяющимся в индустрии слухам, его молчание было не равнодушием, а бурей, которую он больше не мог сдерживать. Потому что история Чингука была гораздо сложнее. Годами он хранил свои секреты, скрытые от камер, от своего агентства и от миллионов людей, которые считали, что знают каждую деталь его жизни. В отличие от Ви, Чингук не может просто публиковать видео с девушкой. Ведь его партнерша не кто-нибудь. Она тоже публичная фигура К-поп-айдол, чья карьера может быть разрушена жестоким судом индустрии. Их связывает не только любовь, но и тайны, ожидания и тяжкое бремя славы. Итак, что же происходит, когда самый близкий тебе человек осмеливается сделать то, что ты не можешь? Каково это видеть, как твой брат, твой товарищ по группе делает шаг в направлении, о котором ты всегда мечтал, пока ты остаешься в тени? Для всего мира Чингук бесстрашен. Неизменный золотой Макне, который стоит на страже перед миллионами. Но что, если прямо сейчас он самый уязвимый? Инсайдеры индустрии, говорящие анонимно, говорят, что молчание Чингука говорит громче любых заявлений. Молчание, в конце концов, может быть самым громким криком. Близкие описывают его как шокированного, потрясенного, разрывающегося между восхищением мужеством Тэхёна и грызущей завистью к свободе, которой ему не хватает. Любить кого-то, но не иметь возможности проявить это. Жаждать простых объятий на публике, но понимать, что это может положить конец карьере, такую борьбу мало кто может себе представить. Шепот среди фанатов не умолкает. Руководители замечают. Репортеры кружат вокруг. Конкурирующие агентства строят догадки. Что означает смелость Ви для BTS в целом? И, что еще важнее, что означает молчание Чингука? Затишье перед бурей? Признак срыва под давлением? Или начало его собственной истории, ожидающей подходящего момента, чтобы раскрыться? Потому что тишина имеет свойство звучать. Фанаты начинают анализировать каждую новую фотографию, каждое выступление, каждое интервью с Чингуком. Выдают ли его глаза больше, чем он намеревался? Исчезла ли его улыбка после откровения Ви? Связано ли это как-то с его молчанием в недавних прямых трансляциях?
Мир процветает на домыслах, а домыслы превращаются в одержимость. Все гадают, есть ли у Чингука тайная любовь, которую он не может раскрыть. И, возможно, только возможно, эта одержимость реальна. Его песни, его татуировки, его ночные реплики на Уиверс – все это намекает на человека с чувствами гораздо более глубокими, чем позволяет свет софитов. Человека, который жаждет честности, но скован индустрией, процветающей на иллюзиях. Поклонники вспоминали его тексты о тоске, свободе и любви, которую нужно скрывать. Были ли эти слова на самом деле признанием, скрытым на виду? Что делало этот момент таким трогательным, так это не только смелость Ви, но и зеркало, которое он поднес к душе Чингука. Впервые Золотой Макне был не просто бесстрашным исполнителем, а молодым человеком, запертым в парадоксе, обожаемым миллионами, но не способным поделиться самыми простыми истинами своего сердца. И этот парадокс разделил поклонников. Одни умоляли его защитить свою личную жизнь, не рисковать жизнью, которую он построил. Другие призывали его освободиться, показать миру любовь, которой он заслуживал поделиться. Но сможет ли он это сделать? Или бремя славы навсегда сковало бы его молчанием? Правда заключалась в том, что никакая сцена, никакая награда или пластинка не могли заглушить биение сердца, жаждущего свободы. Чингук мог петь о любви, но мог ли он жить ею открыто? Эта история только начиналась. Откровение Ви, возможно, было всего лишь видео, но его влияние перевернуло историю BTS. Впервые стены, окружавшие их личную жизнь, начали рушиться. И сквозь эти трещины пробивается свет, который однажды может раскрыть скрытую борьбу Чингука. Пока что его молчание оглушает. Оно громче любых слов. Но фанаты, индустрия и весь мир затаили дыхание, ожидая, когда оно наконец сломается. И когда это произойдет, разобьется ли все это вдребезги? Или освободит его? Это не просто пост. Это борьба любви и славы, свободы и обязательств, правды и иллюзии. Речь идет о молодом человеке по имени Чон Чингук, стоящем на краю бури, которую он не начинал, но не мог избежать. И однажды, когда тишина больше не сможет сдерживать его тяжелое сердце, мир может стать свидетелем самого сильного откровения из всех. Ночь, когда Ким Тэ Хён нажал кнопку «Звездочка загрузить звездочка», не должна была стать исторической. Это должен был быть обычный вечер, фанаты листали Инстаграм, ожидая какой-нибудь простой пост, может быть, обновление моды, фото собаки, вид с высоты птичьего полета или непринужденное селфи. Но одним решением Ви нарушил ритм тишины, разрушив стену между тем, что фанатам позволено видеть, и тем, что айдолы всегда держат в тайне. Видео короткое, всего несколько секунд. Но эти несколько секунд несли на себе груз лет. Его руки обнимали партнершу, его улыбка не дрогнула, его теплота была неоспорима. Это была форма близости, которую айдолам было велено скрывать. Интернет не просто отреагировал. Он взорвался. В течение первого часа миллионы фанатов по всему миру поделились клипом, разбирая его детали и обсуждая его значение. Некоторые плакали от умиления, тронутые человечностью своего кумира. Другие были убиты горем, не в силах совместить фантазию с реальностью. Третьи же размышляли, что это значит не только для Ви, но и для BTS. Потому что в группе, где братство всегда было защитой от давления славы, одно откровение может пронестись по каждому. И из этой ряби чаще всего всплывает одно имя – Чингук. Для всего мира Чингук, Золотой Макне, самый младший, выросший на глазах у миллионов. Сильный, но нежный, игривый, но вдумчивый, бесстрашный на сцене, но уязвимый в тишине. Его татуировки, его тексты, его ночные размышления – все это рисует портрет человека, который глубоко чувствует, человека, который хранит невысказанную правду. Вот почему, когда Тэ Хён признался в любви, фанаты не просто обратили внимание на него. Они обратились к Чингуку, наблюдая, ожидая, гадая, что он чувствует в этот момент. Слухи быстро распространились по индустрии. Руководители, близкие к группе, утверждали, что Чингук был шокирован, не готов к смелости Ви. Годами негласное правило было четким: личные отношения должны быть скрыты.
Нарушить молчание означало поставить под угрозу не только себя, но и коллективный имидж группы. Но Ви решил нарушить его. И Чингук, который тоже хранил тайну, обнаружил, что смотрит на экран не как коллега, не как суперзвезда, а как человек, осознающий, что свобода, к которой он стремился, не невозможна, но, возможно, все еще недостижима. Потому что история любви Чингука отличалась от истории Тэхёна. Его партнер, по слухам, тоже был айдолом, оба попали в безжалостную машину индустрии. Для них любовь была не просто слиянием двух сердец. Это была борьба за то, чтобы спрятаться от камер, избежать репортеров, замаскировать моменты близости под совпадение. И теперь миру остается только ждать. Когда же, наконец, наступит тишина? Все рухнет или освободит ее? Одно можно сказать наверняка. Когда правда откроется, мир уже никогда не будет прежним.